Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения, да, на вашего мужчину. Давайте посмотрим, сделаем на две позиции. Пока загадывайте. Первая позиция, вторая. Если что, видео ставьте на паузу. Так, начнем с единичек. Так, посмотрим сигнификацию. Так, ну, судя по сигнификации, очень чувственный мужчина, эмоционален, умеет выражать свои чувства, эмоции, даже бывает иногда чересчур. Умеет бороться, да, умеет достигать разного рода целей. Достаточно денежный человек, да, имеет и свою профессию, либо какой-то прибыльный бизнес, да, но очень любит вот именно показывать то еще, чего он достиг, в принципе. Здесь, знаете, еще в сигнификации показывает, что зависим от мнения окружающих, но в основном от мнения, скорее, тех людей, с которыми он близок, понимаете, то есть либо родственники, семья, да, то есть в частности любовный интерес. Так, что же у него в мыслях? Давайте посмотрим, что он думает о вас. Так, ну в мыслях ему тяжело, понимаете, тяжело. Для него все эти отношения очень такая тяжелая ноша. Не знает, как себя совершенно вести. Да, он хочет делать подарки, да, готов тратиться, если брать материальную сторону. Но что касается его души, да, его мыслей, он думает, а не зря ли вообще все он это затеял, да, не зря ли вообще вошел в отношения, и одна сплошная неуверенность, понимаете. То есть мужчина действительно почему-то еще думает, что вы его используете как денежный такой карман, да, как кошелек, понимаете. Поэтому здесь, конечно, в мыслях у мужчины одно разочарование, и он попросту не знает, что со всем этим делать, и очень сильная неуверенность. Чувства. Что он испытывает к вам? Ну, знаете, испытывает прямо спектр эмоций, скажем так. Да, видно, что он в вас влюблен, потому что здесь, знаете, была у вас случайная такая встреча, и он, естественно, все, скажем так, совокупил, да, придумал, что не зря вы ему попались, понимаете. Не скажу, что это прям по судьбе на самом деле, да, поскольку не говорят карты, что это так. Но мужчина сам себе такое придумал. При этом готов работать, да, над чувствами. Данные сомнения у него в мыслях, я думаю, просто из-за того, что незнание вас скорее, да, как человека, поскольку встреча произошла недавно и отношения новые совершенно. И здесь, знаете, есть чувство довольно крупное к вам, да, готов он действительно строить, выстраивать, понимаете, то есть, но будет ждать того же и от вас, поскольку все-таки в мыслях у него такой вот такая вещь, что сомневается, понимаете, очень сильные сомнения в мыслях, да, хотя сердце говорит, действуй, да, и оставайся с этой женщиной. Так, каковы его скрытые страхи? Давайте посмотрим, что у него на подсознании. Боится остаться один, понимаете, здесь мужчина, который многого добился, многого добьется, да, в этом мире, но его мало кто понимает. Боится сделать ошибку в виде неверной женщины, да, боится, что его предадут,
боится вообще, если честно, всего. На самом деле, вот эта вот неуверенность именно из-за его такого страха потери, да, потери отношений, потери уже нажитого, да, поскольку он готов работать над отношениями, но боится их потерять и боится, что все его силы ушли впустую, да, по созданию данных отношений. Поэтому здесь по страхам просто одиночество очень такое сильное. При этом тайное желание, да, если брать, здесь мужчина очень хочет найти женщину, с которой он будет до конца своих дней, да, то есть здесь он не особо любит менять, да, отношения, поэтому старается такое вот тайное желание, чтобы была одна и на всю жизнь, понимаете? Так, давайте посмотрим вашу связь, да, что объединяет или разрушает ваши отношения. Так, ну, знаете, идет разрушение по материальному плану, да, вижу, что вы очень зависите от денежных средств, да, и здесь это может не понравиться мужчине, скажем так. То есть он будет видеть в вас какую-то черствую, такую холодную женщину, хотя на самом деле это не так. То есть деньги, они в любом случае должны быть, да. Но почему-то в понимании мужчины это будет выглядеть как нечто очень холодное и как то, что вы любите его только за его деньги, понимаете? То есть здесь вот нужно обратить на это внимание. А в остальном же, знаете, идет объединение по взгляду на мир, да, вас двоих. Вы оба бойцы, да, и здесь готовы, скажем так, урвать свое место и, в принципе, пойти даже по головам, если вдруг это понадобится, в принципе, за своей целью. То есть это такое вот объединение, если совместить, да, сделать такой тандем из вас, то вдвоем вы добьетесь гораздо большего, чем порознь, понимаете? Поэтому также это стоит учесть, это очень хорошее такое объединение, и есть связующая вещь именно в характерах, понимаете? Так что как-то так. Так, давайте посмотрим перспективу, да, на ближайшее будущее. Будут развиваться отношения довольно быстро, да, стремительно. Мужчина будет к вам постоянно приезжать, да, будет находиться всегда где-то рядом, хоть и со своей, посмотрите, неуверенностью, да, будет ее преодолевать, молодец, это вот хорошая черта. И в ближайшем будущем либо какая-то поездка, да, либо да, скорее именно поездка будет, поскольку здесь мужчина к вам придет, да, и скажет: бросай все, поехали, отдохнем. Честно вам скажу, да. То есть здесь вот, да, такая интересная совокупность у нас вышла, что мужчина сам и проспонсирует, да, сам и предложит, но это будет что-то наподобие такого подарка, неожиданности, да, то есть вы об этом знать не будете и будете не готовы совершенно. Но стоит согласиться, да, мужчина на славу все продумает, да, постарается действительно вас удивить, и это пойдет на пользу вашим отношениям. Совет. Не будьте слишком злы к данному мужчине, да. Не стоит его воспринимать, правда, как кошелек только. Он очень сильно зависит от мнения, в частности, вашего, да, поскольку он вас действительно любит, да, у него чувства к вам, и для него важно, что скажете вы и что вы думаете. По этой причине не стоит быть действительно холодной к данному мужчине, показывайте ему то, что вы его цените,
да, хотя бы через день, да, пару ласковых скажите, ему это очень сильно понравится, и мужчина действительно будет ждать, и это только укрепит ваши отношения. Поэтому не забывайте проявлять к данному мужчине действительно свою ласку, да, не думайте, что он что-то замышляет, да, вижу, что почему-то есть и у вас неуверенность, да, в данном мужчине, но это все пройдет, я вам честно скажу, поскольку здесь вот, опять же, в совокупности выпало, что действительно должно просто пройти время, вы сейчас находитесь в начале отношений, и попросту необходимо познать друг друга, понимаете, поэтому не торопитесь, все идет своим чередом и вполне себе развивается, поэтому надеюсь, вы прислушаетесь к совету однерочки. Так, ну а мы давайте переходить будем к двоечкам. Так, давайте посмотрим, что же у нас у двоечек. Ну, знаете, здесь мужчина-ребенок, сразу скажу. Все, что заработал, тратит в этот же день. Не умеет совершенно копить, не умеет откладывать, не умеет думать о будущем, да. То есть существует такая вещь, что мужчина взял, заработал, взял, что-то сделал, да, и в этот же день все это куда-то делал, понимаете, не умеет совершенно думать о будущем, живет одним днем, очень свободолюбив и очень сильно расстраивается, если кто-то ему говорит, что он не прав, да, так нельзя жить и прочее, прочее. То есть он сразу становится в такую позу агрессора и идет в атаку, да, нападает, сразу упрекает во всем, да, выискивает точки, когда вы, например, были неправы, да, либо кто-то другой, да, был неправ, он все это знает и умело, скажем так, манипулирует. Но все это выглядит ужасно некрасиво, да, то есть он такой свободолюбивый, скажем так, человек. Очень. Что в мыслях у него? Не хочет сильно тратиться на ваши отношения, совершенно в них не уверен, да. Если честно, в мыслях у него есть разрушение, да, тотальное. Готов выйти из данных отношений, да, извините, что так говорю, но действительно. И, в принципе, видно, что он одиночка, да, он в мыслях не особо приемлет какие-то отношения, да, не особо приемлет семью, создание семьи, да, какую-то серьезность, в принципе. То есть это мужчина действительно, ну, похоже на краткую связь больше, нежели на продолжительные отношения. Поэтому у него и в мыслях, собственно, такая вот краткость, да. Давайте посмотрим, что в чувствах. Ну, видите, в чувствах ему с вами комфортно, но комфортно, пока вы ему не пилите мозг. А вижу, что как таковых встреч у вас не было, честно скажу, да, такое ощущение, что вся связь по телефону, да, по общению в сетях скорее. И здесь мужчина приверженец того, что все-таки не стоит доводить до серьезности отношений, до свадьбы ни в коем случае, да, он к этому совершенно не готов. И что касается чувств, здесь просто существует комфорт. Скорее здесь вы для него как друг, понимаете, как подруга, с которой он весело проводит время, честно вам скажу. Здесь нет прям уж чувств, да, нет любви, тем более, да, то есть мужчина воспринимает попросту вас как подругу, понимаете. Здесь, если честно, показывает, что у вас чувств больше к нему, чем у него к вам, к сожалению. Так, давайте его
Тайные желания, да, страхи. Ну, главный страх у него в том, что его воспримут всерьез, честно вам скажу. Не готов он брать ответственность совершенно, да, не готов он быть опорой, да, собственно, поэтому у него жизнь такого одиночки, скажем так, да, то есть данный мужчина совершенно не готов к отношениям, не готов к ответственности. Это прям написано у него, если честно, вот на лбу, да, что он с ним, да, весело поговорить, здорово что-то обсудить, да, кого-то, может быть, там посмеяться над чем-то, над кем-то, да, но ничего большего, понимаете. И здесь у него, конечно, в страхах, что, ну, если честно, женитьба у него самая страшная такая вещь, скрытый страх, поскольку ответственность, да, и он просто сошел бы с ума, понимаете, если бы такое с ним, не дай бог, случилось бы. Поэтому имейте в виду. Так, давайте посмотрим связь вашу. Ну, знаете, честно вам скажу, здесь такая основная связь, то, что вы его любите, да, и вы делаете все, чтобы он продолжал с вами общение, и на самом деле здесь, кроме вас, к сожалению, никого больше нет, понимаете. Данный мужчина это видит, да, что вы пытаетесь, но старается все не воспринимать всерьез, совершенно старается, опять же, про ответственность не брать ее, не идти куда-то дальше, не развивать данные отношения, да, и держать вас поодаль, держать вас вот просто рядом, поскольку ему все-таки с вами комфортно и общаться, да, и он вас, ну, воспринимает, повторюсь, как подругу, да, то есть, но ничего большего. Видно, насколько сильно вы пытаетесь, да, что вы и встретиться предлагали, уже сами действуете, да, и хотите показать ему все свои намерения. Здесь очень много чувств именно ваших, да. И если честно, здесь нет прям уж объединения, да, скорее вот именно показывает, что разъединяет вас. Вот эта разница, да, что вы имеете чувства к данному человеку, а он, к сожалению, нет, понимаете, он просто все вот воспринимает как нечто дружеское, хотя у вас и намеков очень много было, да, то есть и вас это очень сильно тяготит, по сути. Будущее. Ну, видите, в будущем все это, конечно, будет продолжаться. Честно вам скажу, все дойдет до сексуальной связи, но, опять же, для вас она будет всем, для мужчины это будет секс по дружбе, понимаете, без всяких продолжений, без, опять же, ответственности, да, и серьезных отношений не ждите, да, даже после этой связи. То есть, но в будущем, да, будет шанс, будет возможность, да, и на встрече, то есть, ну, здесь на самом деле он-то не против, ну, наверное, как и многие из мужчин, скажем так, особенно когда в голове, что у него, что не будет никакой ответственности. Для вас это будет, конечно, удар, поскольку вы подумаете, что это может спровоцировать его выйти в отношения более серьезные. На самом деле это вас, конечно, ну, только в ловушку поместит, именно ловушку чувств, ловушку такую вот духовную, да, когда вы отдали мужчине все, а он вам ничего, понимаете? И когда, конечно, будущего с ним, по сути, нет. Есть просто, да, краткие связи, какая-то небольшая романтика, но, опять же, все с вашей подачи, да, только все благодаря вам, поскольку, к сожалению, мужчина к вам испытывает только дружеские чувства. Ну, как бы на этом здесь все. Совет.
Но, видите, Вселенная говорит, что же вы на нем так зациклились, да? Он вас не полюбит. Честно вам говорю, здесь по совету вы не сможете его выковать, данного мужчину, вы не сможете его как-то сделать другим, да, то есть здесь вам необходимо перестать, во-первых, бояться жизни, перестать бояться кого-то другого, да, других отношений, и все-таки поразмыслить, правда ли вы его любите, понимаете, правда ли вы испытываете к нему что-то. А здесь нужно прежде всего разобраться в себе, поскольку по совету, интересно, вот сложились, да, вижу, что вы немного запутались, да, то есть для вас это кажется любовь, да, но на самом деле вы пытаетесь скорее закрыться от своей внутренней какой-то боли, понимаете, и просто она вот выливается, вот эта боль в чувствах к данному мужчине, хотя на самом деле это скорее даже не любовь, понимаете. Поэтому здесь по совету разобраться скорее в себе, да, с мужчиной все понятно, от него многого не ждите, да, то есть когда, я думаю, вы разберетесь, что конкретно вам мешает и что вы чувствуете, да, вы сами это поймете и уже решите, что делать, поскольку решения здесь карты не выдают, они чисто дали совет. И как раз таки, если вы последуете данному совету, то дальше сможете разобраться уже и в своих чувствах, в этом мужчине, и в принципе, что делать с этой связью и с этими отношениями. Но пока что стоит зациклиться не на мужчине, а на самой себе, на том, что внутри, на том, что вы ощущаете, да, о чем думаете, да, и действительно чего боитесь. Поэтому такой вот интересный у нас совет. Надеюсь, он вам поможет. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Еще раз повторю, надеюсь, советы всем помогут, да, надеюсь, вы прислушаетесь. А так, подписывайтесь на канал, буду всем только рад. Да, ставьте лайки, пишите комменты обязательно. Не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.